Информации о том, что происходит в Волчанске, довольно мало. В течение нескольких месяцев за этот город идут ожесточенные бои, конца края которым не видно. Это вызывает разные реакции у людей, но заметно, что мало кто понимает смысл данной операции, которую предприняли русские войска. Сегодня же я расскажу тебе этот смысл. С тебя подписка на канал, а я продолжаю. Итак, Волчанск — это небольшой городок, расположенный недалеко от границы с РФ в Харьковской области. Данная местность имеет несколько особенностей. Первая особенность — это то, что территория Волчанска является лесистой, и в ней удобно скрываться пехоте от артиллерийских орудий и авиационных обстрелов. Вторая особенность — это то, что город разделен рекой на две части. Это затрудняет России захват этой местности, позволяя украинцам организовать хоть какую-то оборону на берегу реки Волчанка. Третья особенность в том, что Волчанск пусть и маленький, но город, а значит бои за него будут кровавыми и не такими по характеру, как, например, за село Крынки. Волчанск был выбран русским командованием как место, куда будут двигаться войска с целью создания буферной зоны, ввиду того, что украинское государство устраивает обстрелы и рейды на русскую территорию, особенно вглубь Белгородской области. 10 мая 2024 года войска Российской Федерации повторно пересекли границу на стыке Харьковской области Украины и Белгородской области России и прорвали известную линию обороны, которую целый год строили украинцы и которую Зеленский, президент Украины, окрестил потужной. Однако, чтобы захватить Волчанск, необходима огромная пехотная группировка, которая будет в 4 раза превышать украинские силы, чего у русских на данный момент не наблюдается. Любое отклонение от озвученных мною норм будет сопровождаться колоссальными потерями для российской армии, если та собирается и дальше наступать вглубь Волчанска. И тем более это бои за город, который разделен рекой на две части и достаточно насыщенный украинскими войсками. Пусть атака поначалу была очень удачной для России и удалось занять половину города путем эффекта неожиданности, украинцы ценой больших потерь остановили наступление русских благодаря огромным пехотным подкреплениям, и бои за Волчанск затянулись на длительное время. Почему битва за этот город продолжается до сих пор? Ибо, учитывая то, что я уже озвучил в этом ролике, атака на Волчанск несет огромные потери каждой стороне, и кому-то стоило бы отступить. На удивление, ситуация в Волчанске не такая, какой ее описывают многие каналы. Многое упущено и недосказано, и прямо сейчас мы будем это исправлять. Итак, для начала постараемся составить хронологию событий в Волчанске. Операция по наступлению на город российскими войсками в этом месте началась еще 10 мая 2024 года. Она была частью масштабной операции по созданию буферной зоны вокруг российской границы, о чем заявил президент России Владимир Путин. Помимо всем известного Волчанска, наступление происходит и в других местах поблизости, например, на село Липцы. Были даже небольшие стычки возле Сумской области, которые подтвердил канал Deep State. И все вот эти боевые действия идут в унисон с битвой за Волчанск, но редко вспоминаются российской и украинской сторонами конфликта. Возможно, Генштаб ВСУ обороняет город от России, чтобы дождаться подкреплений и начать наступление, опираясь на городские строения. Это могло бы объяснить бесконечные попытки украинцев высадиться на берег реки Волчанка, подконтрольный русским, и усиление мобилизации в Украине, после которой основная масса рекрутов перекидывается именно на Харьковское направление. За несколько дней до начала боевых действий жители города Волчанск полностью покинули населенный пункт, и боевые действия разразились здесь с новой силой. Теперь вместо регулярных обстрелов тут начались кровавые бои, которые сопровождались огромными жертвами. В течение первого дня российским войскам удалось захватить села Стрелечья, Красная, Пыльная, Борисовка и Гатище, большая часть которых находились вне оборонных линий украинских войск. Через день Минобороны России заявила, что подразделения российской группировки «Север» заняли населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетневка, Пыльная и Стрелечья. Также у российской группировки войск на этом направлении был замечен новый опознавательный знак на технике, а именно ромб, перечеркнутый крестом. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, который отвечал за строительство потужной обороны на границе с Россией, посчитал ситуацию на фронте полностью контролируемой, предполагая, что наступление русских войск будет остановлено. Темп наступления русских действительно стих 14 мая, и постепенно основные события начали происходить именно в городе Волчанск. Штурм же самого Волчанска начался 13 мая. Чтобы остановить натиск России, Украине пришлось идти на крайние меры и задействовать многие элитные отряды, включая спецподразделения «Кракен» и «Русский
добровольческий корпус, которые раньше использовались для вылазок в Белгородской области. В Харьковскую область был даже переброшен 414-й полк ударных беспилотных авиационных систем морской пехоты, известный как Птахи Мадяра, ранее задействованный в атаке на Крынки, о которых у меня уже есть видео на канале. Однако это не помешало России в первый же день занять Волчанский мясокомбинат, обувную фабрику, а также несколько кварталов города. Украинцы также пытались остановить наступление русских с помощью артиллерии и беспилотников, но, как я уже говорил, это не особо помогает в данной местности. Многие журналисты и военные корреспонденты начали утверждать, что наступление на Харьковском направлении впервые за долгое время совпало по скорости с первыми днями украинско-российского конфликта, когда русские брали в день по 20 или 25 километров территории. Это в среднем. А 16 мая 2024 года российский телеграм-канал Архангел спецназа заявил, что центр Волчанска взят в полукольцо. В тот же день украинцы перебросили в город 57-ю мотопехотную и 71-ю егерские бригады ВСУ, что подтверждает попытки Украины остановить наступление русских с помощью своей пехотной массы. Были даже попытки контратаковать и выбить русские войска с города окончательно, однако они оказались неудачными и принесли огромные потери украинской стороне. Бои за Волчанск быстро привлекли внимание и западных СМИ. 21 мая 2024 года газета New York Times сообщила, что согласно картам из открытых источников, ВС РФ фактически полностью контролирует северную часть Волчанска, а войска Украины отброшены с центра города на противоположный берег. Под контролем Украины оставалось несколько улиц в восточной части города. Как мы видим, бои за этот город очень кровавые и очень сложно определить количество потерь с обеих сторон. Я думаю, каждый из вас сам решит, для кого операция наносит больший ущерб. А сейчас мы поговорим о том, что происходит в Волчанске сейчас и каковы перспективы на этом направлении для каждой стороны конфликта. Итак, долгое время инициатива в Волчанске оставалась за вооруженными силами России, но постепенно, ввиду возрастания важности Харьковского направления, украинское командование решило действовать более агрессивно. Увеличение числа подкреплений за счет мобилизованных, запланированный саммит НАТО, на котором решали украинский вопрос, а также разрешение бить Украине вглубь российской территории, которое было дано 31 мая 2024 года, повысили желание выбить русские войска с Харьковской области у Генштаба ВСУ, который даже захотел думать о наступлении вглубь Белгородской области. На этой волне начались попытки контратаковать русский берег реки Волчанка. Именно после разрешения атаки на российскую территорию начались новые попытки контратаки украинцев в городе. И в начале июня стали поступать первые сообщения о том, что на севере, в центре и на востоке города Волчанск ужесточились налеты украинских войск. Почти сразу стало известно о небольшом успехе ВСУ в восточной части города. А 4 июня Юрий Подоляка в своем телеграм-канале заявил, что несмотря на тяжелое положение, российской армии удается сдерживать контратаки ВСУ, которые приносят Украине больше вреда, чем пользы. Однако Подоляка признал, что и у России на этом направлении огромные потери, что лишь подчеркивает масштаб этих боев. Со временем все больше сил, как со стороны России, так и Украины, начало втягиваться в данное сражение. У каждой стороны конфликта было желание проявить успехи. До начала саммита НАТО 12 июня 2024 года, согласно украинским источникам, стало известно о том, что атака ВСУ под Волчанском захлебнулась, и вооруженные силы России даже взяли под контроль местный ремонтный завод, после чего стало очевидно, что выбить русских с Волчанска не получится. А 16 июня Юрий Подоляка, это уже российский блогер, он заявил о том, что у ВСУ под Волчанском повальное превосходство в БПЛА, и российскому командованию необходимо решить этот вопрос. Пусть, как я уже и говорил, на этом направлении эффективность беспилотников уменьшается, но это был острый вопрос для русской армии. Бои за Волчанск продолжаются, но так и не дали нам ответа на вопрос, а что это такое. Мы точно знаем, что это битва кровопролитная, и в дальнейшем она может изменить ход конфликта. Потенциально, что Россия, что Украина тут планируют наступление, и лишь время покажет, кто справится с задачей и какими будут потери у каждой стороны. Если тебе что-то еще известно о боях на этом направлении, то напиши это в комментариях, чтобы каждый зритель мог это увидеть. Спасибо, что досмотрел до конца, и до новых встреч!